Здравствуй, меня зовут Виктор Чайка, и вот моя история. Одна из множества историй, которые происходят в такой петляющей и необъятной жизни. В ней нет выдуманных слов или событий, ведь жизнь не нуждается в украшениях. Если только ты способен или же просто хочешь видеть ее краски. Краски же, которые вдохновляют на подобные истории, и вовсе одни из самых ярких на планете. Ведь их рождает великое и горячее солнце Азии, лишь только начнется его путь по небу. Я надеюсь, они украсят и твою палитру тоже. Их слишком много для меня одного, их хватит на всех. Прикосновение. Вот уже несколько дней, как море успокоилось, утих ветер, оголтело дувший последние пару недель. Ветра здесь в это время знатные, недавно я с ними крепко спорил. Несколько дней назад я ездил разведывать побережье от Муйне до Фанранга. Там, в другой провинции, за поселком Кана, который и был основной целью моего однодневного путешествия, я съехал с трассы, уходившей от моря в сторону, на шоссе, идущее через соляные фермы к скалистому массиву, который мне очень хотелось исследовать. Я знал, что в этом береговом хребте выбита сказочно красивая дорога. Об этом мне доложил мой новый друг Джулиан, француз, исколесивший здесь все за несколько лет на мотоцикле, а снимки из космоса дополнили мою картину. Серпантин над морем, монолиты, уверенно стоящие на поверхности воды, как бы она ни дерзила. Пласты породы, гладкие и красивые настолько, что будь они шоколадом, то их пришлось бы съесть. Казалось, что только там, в сотни километров от Муйне, и есть ближайшее место, где можно отыскать в такой ветер подходящую для ныряния и охоты воду. Мне виделись хорошие подводные камни и скалы, уходящие в море, рифы и кораллы, морские ежи, разбросанные по всему дну, и рыбы, много рыб. Глубина, неизвестность, бесконечность. Берег скалистый, и потому вода будет прозрачной, несмотря на зимнее неспокойное море, которое вблизи песчаных многокилометровых береговых полос в окрестностях моей деревни делает воду попросту непроглядной. В тот день я проехал 320 километров на мотобайке, выехав в 9 утра и вернувшись в полночь. Все это время, за исключением какого-то получаса, я провел в состоянии езды, постоянно прекращаемой фотосъемкой, порой весьма продолжительной. К концу путешествия во мне набралось изрядно ветра и песка, а в камере целых 800 кадров разнообразных, понравившихся мне пейзажей, их деталей и подробностей. Множество портретов людей, не каждый раз знавших, что я их фотографирую. Им не всегда надо об этом знать, ведь я ищу самые честные кадры. Что-то, чего человек показать не стремится, но оно в нем просто есть. Вот именно оно мне и нужно. В людях, в пейзажах, в море и во мне самом. Тогда я еще не совсем понимал, правда, насколько человек для пейзажа может быть тем самым гвоздем, на котором висит вся картина. Этому я научился у Джулиана, ведь он самый великий фотограф людей из всех, кого я знаю. Потому что ни до, ни после я не видел портретов мощнее и сильнее, чем высекает из пространства он своей камерой. Нет, он не какой-нибудь известный фотограф, он даже не тот, который мнит себя таковым где-нибудь в виртуальном пространстве. Он просто художник по своей расе, не признающий ни цвета кожи, ни разницы в языках. У него есть неплохой фотоаппарат, и то, самое важное, он видит. Видит такое, от чего ты замрешь, как те скалы побережья, просто посмотрев на его очередной черно-белый портрет какого-нибудь мальчишки из глухой горной деревни. «People, Victor, I only want to shoot people». Он говорил это так, как будто от этого зависело, будет ли он жить или умрет. И они вместе с ним. Но признаться, после наших совместных приключений, он начал снимать и пейзажи, а наряду с черно-белыми стали появляться и цветные фото. Весь первый месяц я ездил на велосипеде с одной очень медленной передачей. Но мне этого хватало, чтобы исследовать все окрестности деревни в радиусе 30 километров. А теперь я мчал на мотобайке, радуясь скорости, ветру и простору, бесконечно уходящему вдаль. По пути туда, к этому серпантину, ветер был как раз встречный,
А я, ему на радость, немного опоздал с выездом. Он уже подрос и окреп, не тот юный мальчуган, которым он притворялся рано утром, поигрывая с солнцем. К моменту следования через белые песчаные дюны уже прошло довольно много времени, хотя они всего в 40 километрах от Муйне. В этом месте песок становится частью ветра, многомиллионной арматурой встречного потока, которому мои солнцезащитные очки не указ. Они мне здесь не помощник, мне нужен вьетнамский разрез глаз и жабры, умеющие делать воздух из песка. На участок дороги против ветра, на который ушел целый бак, в обратном направлении уже ночью ушла всего половина. Баки я считал внимательно, ведь деньги в моей жизни всегда были не главным явлением, и потому порой их ровно столько, сколько нужно, если внимательно считать баки. Ведь главное явление в жизни – это жизнь. За этот месяц я еще не видел ни одного спокойного дня. Дует. Дует даже под водой. Берег практически во всей провинции, где расположена моя деревня, в основном песчаный. И даже у небольших скалистых участков вода все равно мутная. Большая волна разносит песчаную взвесь на 1-1,5 километра в море. Вся прибрежная полоса воды песчаного цвета, и даже утром видимость не дальше пальцев ноги. Для моря этого слишком мало, особенно для неспокойного моря, где пространство, на которое тебя переместит волна за один присест, больше дистанции видимости. И на этой дистанции скала или подводный риф, покрытый острыми ракушками устриц и прочих моллюсков. А они как станок, который в офисе режет ненужные документы в мелкую полоску. Один раз я приезжал с маской разведать мыс за деревней, но понял, что ничего не выйдет по такому шторму. И вот море успокоилось. Первые дни этого спокойствия я был отвлечен от него отъездом 2 моих друзей, с которыми мы сюда приехали обратно на родину. Сам же я собирался провести здесь, во Вьетнаме, еще месяц, 2, 3, столько, сколько будет нужным. Ровно до того момента, когда ты услышишь внутри «пора». Этот момент остро зазвенит в тебе, как железный трос на ураганном ветру. Самое главное – не уехать раньше. Самое трудное – уехать позже. Потому что чем позже, тем острее ты понимаешь и чувствуешь то, чего тебе уже никогда не развидеть и не расчувствовать. Оно отделит тебя от всех остальных, которые не стояли на этом урагане, сдувающем черный снег с ночных высот в 5000 метров, посреди жары и тропических пальм, в доступе ко всему, о чем ты привык мечтать по картинкам. Они не метались в догадках о том, что это за звук и откуда он идет, слыша нарастающий с каждым днем звон невидимого троса. Они не шли по нему, холодное железо, царапающее пятки, порвавшейся местами проволокой, немой стальной крик на всех возможных частотах. И об этом ты с ними не поговоришь. Но я это вижу порой в картинах и слышу в мелодиях. Звон, рождающий миры. У меня не было обратного билета, я оставался и переезжал в другое жилье. И хотя еще нужно немного наладить быт и выспаться наконец, будильник я завел на 6 часов утра. Это время, когда тропическое солнце только-только начинает свой путь по небу. Утром море прозрачнее всего, но я хотел, чтобы под водой к моему приезду разведнелось. Поспал всего 3 часа, как и предыдущие дни. Неплохо бы, конечно, быть выспавшимся, но когда все начинается, это перестает иметь какое-либо значение. Вода, море, быть может потому, что мать всего живого, оно как женщина. Я его чувствую как настоящую женщину. Словно настоящая женщина должна быть именно такой. Она окружает тебя, когда ты погружаешься в него. Все, что выше поверхности, в том другом мире, перестает иметь значение, перестает быть важным. Здесь светит солнце, играют лучи, и вот ты дома, ты спокоен. Ты и оно, вы теперь один пейзаж. Не картинка «Человек и море», а картина «Океан». Когда ты испытываешь взрывоопасные ощущения к женщине, ты можешь днями практически не спать и заниматься с ней любовью. Спать тебе нужно, но это сильнее и лучше. Когда ты плаваешь вблизи скалы, в которую бьет волна, со стороны может показаться, что тебя на нее обязательно выбросит, ударит, и ты станешь распростертым по ней.
Но рыбы здесь плавают, и с ними все хорошо. Они плавают между камнями в полосе, где волнение гоняет их туда и сюда, и я плаваю здесь. Порой видимость пропадает на мгновение из-за мелких пузырьков воздуха, которые высекает из камня волна, но вскоре все проясняется снова. И хотя сейчас прозрачность по меркам морской воды все равно небольшая, метров 6-8, ее вполне достаточно. Недавно я вынес лежак с матрасом на веранду под навесом, поставил столик со стулом и стал спать на улице. Я вообще перестал уже довольно давно ощущать себя естественно внутри стен. Будто бы ты заперт, не люблю закрытых дверей. А здесь, в Азии, жить в помещении и вовсе сущее преступление против природы. За забором всю ночь периодически проезжают байки. Хоть улочка и маленькая, но чуть выше по ней расположена небольшая плантация, на которой выращивают побеги для национального супа фобо. Я сразу же привык к этим звукам ночных моторов. Мне никогда в помещении не спится так же хорошо, как вне его. Палатку, разумеется, я помещением не считаю. В ней спится прекрасно, если только ее не норовит сдуть с ледового плато какой-нибудь лихой горный ветер, даже не постаравшийся заметить, что внутри ты, стремящийся заснуть в попытках выжить. И хоть я проспал всего 3 часа, это были плотные 3 часа. Я не видел снов, не просыпался и не думал. Я хотел отправиться пораньше, чтобы к 10 часам успеть вернуться обратно. Один знакомый вьетнамец обещал научить меня собирать съедобные ракушки, которые живут в песке полосы прибоя. Приехав на место, увидев такую манящую воду, я понял, что ракушки подождут дня другого. А сегодняшний я объявляю днем без обратного билета. Быстро пришел в боеготовность, надел велотрусы, хлопчатобумажную майку, просто чтобы было немного потеплее, ведь даже в 30-градусной воде начинаешь остывать, а сейчас она и вовсе градусов 26. Майку, наверное же, больше для того, чтобы было удобнее заряжать ружье, ведь оно, когда устаешь, может соскользнуть с живота и больно куда-нибудь ударить. Подводное ружье арбалет по принципу работы напоминает обычную рогатку, устроено очень просто. В конце палки одна или несколько резиновых тяг, цепляешь их за гарпун, натягиваешь на себя, уперев рукоятку в живот или грудь. Гарпун защелкивается в этом положении, а когда тебе надо, нажимаешь на спусковой крючок, гарпун вылетает. Если на его пути рыба, то он пробивает ее, на конце острия раскрывается металлический флажок и не дает рыбе сойти. Гарпун при этом привязан к ружью ленем, специальной тонкой веревкой или синтетической мононитью. Это моя первая охота здесь, в Мойне, на этом мысу. Говорят, море может продержаться от недели до 10 дней таким, а значит, все остальное подождет нового шторма. Поэтому именно здесь должен начинаться сейчас день, с того, что так любишь, из заботы об ужине. Ведь ужин, если ты доволен днем и если он в хорошей компании, освещает день так же, как освещает его то, что любишь, или тот, кого любишь. И, несмотря на отъезд моих друзей, компания для ужина у меня была. Во второй половине дома с общим двором и уличной террасой живут мои новые друзья Дима и Леся, с которыми мне будет приятно поделиться уловом, и охота приобретет еще один смысл. Я надел маску и поплыл. Подводные охотники и прочие фридайверы, они не ходят, как принято говорить в судоходстве. Они летают в 3 измерениях соленого текучего пространства. Вчера Сан, вьетнамец, рассказавший мне про песчаные ракушки, упомянул, что как раз в районе этого мыса рыбы много и есть довольно крупная. Да, он не ошибся, есть, но нужно потрудиться. Вообще, чем больше в жизни, в мире, в устройстве всего видишь параллелей, тем, наверное, ты ближе к природе или, если угодно, к Богу. Ведь очень трудно попасть в рыбу, если в нее целиться, если думать при этом. Когда в нее целишься, то попасть можно только случайно. Это примерно как, находясь с женщиной, ты станешь думать о том, что и как тебе делать, или начнешь раздумывать над тем, что ты говоришь, выбирая чужие слова из своих, в попытках оправдать ожидания мира. И выйдет, что ты уже не ты, а просто нужный человек, потому что удобный. С людьми, я знаю, это часто работает, но рыбу так просто не проведешь.
Немного туманно. Сложно разобраться сперва, то ли это я такой невыспавшийся, и потому реальность воспринимается как потусторонний мир, то ли эта вода со мной заигрывает. Хотя, я думаю, все вместе. Когда в фильмах пытаются передать состояние сна, они все слегка затуманивают, только здесь тебя еще и качает. Море большое, акватория Тихого океана, отгороженная от основного его пространства архипелагом Филиппин. И здесь, даже когда спокойно, волнение все равно есть. Вода тебя поднимает, опускает, передвигает рыб. Море, потому что живое, все время дышит, и чем оно крупнее, тем дыхание глубже. Все начнет разворачиваться само, как только ты станешь частью моря, когда вы краски одной картины. И вот тебе уже не надо целиться, нужно просто увидеть возможность и почувствовать момент. В этот первый выход я ехал главным образом посмотреть, что там под водой и насколько возможно здесь в такую погоду охотиться. Я проплавал часа 2, у меня пока не было здесь ласт, а без них, и тем более с ружьем, толково нырнуть без потерь не удается. Также я пока не соорудил себе грузового пояса, который позволяет находиться на заданной глубине без лишних усилий. Ведь после полного вдоха ты превращаешься в поплавок, и нужен груз, чтобы уравновесить плавучесть. Чтобы рассчитывать на рыбу покрупнее, нужно быть хотя бы на 3-4 метрах ниже уровня моря. Я ее видел, целился, но не стрелял. Шансов попасть в нее с поверхности практически нет. Нужно нырять и замирать. Эти рыбы покрупнее, они не так простые, как те, что поменьше, хоть они и одной породы. Поменьше шастают, находясь в свободном доступе, хоть и шустро, но обнадеживающе. Побольше сидят в засадах, либо перемещаются волнением в окрестностях какого-либо огромного камня и выходят из-под него только на короткий миг, в течение которого успеть выстрелить можно, если еще немного поднатореть в манерах. Лови момент, рыба, он может стать последним. Подстрелив пару рыб поменьше, я отправился к камню на глубине по грудь, рядом с местом, где на берегу, в гроте, я спрятал рюкзак. Там я, когда заходил в воду, приметил одну довольно крупную рыбу, и поначалу какое-то время, наверное минут 30, провел, пытаясь с ней разобраться. Они приручают какой-нибудь камень, либо участок между камнями и могут там пребывать продолжительное время. Но так и не разгадав ее ритма, я поплыл исследовать акваторию, и теперь, уже возвращаясь с менее удачливыми рыбами в сетке на поясе, я решил еще раз с ней сразиться, заметив в тени ее любимого камня силуэт. Рядом берег, и потому волнение здесь побольше. Она выскочит на миг, появится в доступе. Но я не улавливаю момента, прячется опять, либо уносится под камень волной. Затем она внезапно появляется с другой стороны камня, хитро смотрит, смеется и растворяется. Весело ей. Играем в прятки. Похоже, она понимает, что я чего-то не договариваю. В тени ее видно плохо, но расположение угадывается по рисунку рта. Он светлый, и это единственное, что ее предательски выдает. Не очень удобно, когда рыба стоит на фоне камня. В случае промаха можно затупить или погнуть гарпун, а если все же попадешь в рыбу, он может и не пройти насквозь, прижав ее к рифу. Она сойдет и станет удирать, поэтому при попадании надо постараться поскорее ее доколоть. Проткнуть гарпуном насквозь, чтобы флажок раскрылся с той стороны рыбы. Не всегда ты можешь выбирать положение, но можешь изобрести подход. Я уже подмерз, и маска что-то сильно давила на лицо. Наверное, перетянул крепление. Немного начало сводить стопы, значит, уже прошло часа полтора, нужно выбираться на берег и ехать. Я поймал момент, угадал положение по ее рту. Вообще не важно, что будет, что было и что все это значит. Мне кажется, самое настоящее – это когда ты ловишь момент. Исчезают категории, размышления, как и все напускное из человеческого, то, что является лишней его частью. Но ведь они бедны, у них ничего нет. Они счастливы и улыбаются при встрече, по-настоящему улыбаются. Все, чего у них нет, это лишнее. Я выстрелил, гарпун затрепетал. Это значит, что на нем рыба. Я попал. Я поспешил к нему, но не успел, она удрала. Надеюсь, рана не смертельна. Я вышел, переоделся, меня шатает. Да, нужно изрядно поспать.
Но момент для этого пока не настал, ведь такое солнце и море не дадут тебе спать. Искусство и мудрость – это чувствовать бесконечность мгновения, момента, который всегда будет параллелен любой вечности. Ведь она просто эхо мгновений, беспристрастная энциклопедия миллионов солнц, у каждого из которых своя большая жизнь, если только ты не посмел их упустить. Эта бесконечность, она вовсе не в длину, как принято думать о времени, она в глубину, в другое измерение. Когда ты шел по поверхности жизни и просто провалился под ее лед. Или однажды надел маску и заглянул под поверхность воды в океане. Для корабля это погибель, но есть подводные лодки и люди. Когда шагнув со скалы, ты не упал, а полетел. Все это, как если бы у часов стрелки встали дыбом и пошли поперек циферблата, напротив любой из случайных цифр, а потом и вовсе бы исчезли за ненадобностью. Настало сегодня. Сегодня я не мог поехать без оглядки и пробыть в море, не думая о возвращении к определенному времени. Нужно было помочь отправиться домой еще одному человеку с чемоданами. Лечь пораньше опять не удалось, но поспать вышло 5 часов. На основные приключения этого хватит. Будильник стоял на 8, солнце и жизнь разбудили меня раньше. С вечера я думал, что начнется борьба между поехать сейчас или поспать и поехать днем. Но меня очнуло солнце, голосящая жизнь и яркие картинки подводного мира, который меня ждет. Рыбы, плавающие в подводных лучах на фоне песка и камней. И все искрится, и все колеблется. Я снова отправился за деревню к моему мысу. Это около 13 километров на мотобайке, затем минут 10 по горячему песку, который выводит прямо к морю. И там, в конце теряющейся тропинки, или скорее цепочки редких следов тех немногих, кто знает об этом месте, неожиданным маленьким веселым взрывом лежит живописная укромная лагуна с песчаным пляжем посреди скалистого мыса. Я решил не ходить на вчерашнее более далекое место, а поплавать и изучить все здесь, в окрестностях лагуны. Спустился к воде и вижу, что на берегу есть человек. Вблизи берега стоит лодка, не круглая вьетнамская, а побольше, классической конструкции, напоминающей кораблик. Человек раскладывал какие-то сети, чуть в стороне стояли бутылки с водой и другие принадлежности. Неподалеку от берега еще пара круглых лодок работала с сетями. Человек был плотным, очень крупные и мощные голени, наверное, не менее мощные бедра, но они были под шортами. Майка, по которой можно было прочесть всю ее рабочую жизнь под вечным солнцем. Соломенная шляпа. Он стоял ко мне спиной, и мне подумалось, что это не местный человек, хотя, как может рыбак быть не местным. Но очень уж он плотный и коренастый для вьетнамца. Повернувшись, он улыбнулся. Это был вьетнамец. Мы поприветствовали друг друга. Я улыбнулся в ответ, затем пошел в камни рядом переодеться и спрятать рюкзак. Вообще, я не люблю делить с кем-то, если это не друзья, охотничью территорию. Должен быть только я и оно, без поправок и оглядок. Однако сейчас мне нравилось, что тут местные рыбаки занимаются своим делом, наверное, потому что они, как никто другой, краски именно этой картины. Нужно как-то суметь выйти из воды самое позднее, через 2 часа, или даже меньше, чтобы успеть почистить рыбу и вернуться в поселок к назначенному моменту. Под водой время идет иначе, точнее, вроде как и не идет вовсе. Я отмечаю его по изменению лучистости в переливающемся пространстве моря. Зачастую довольно точно могу угадать, когда солнце уже перевалило свою верхнюю точку на сегодня. Вот существует же разделение всех цветов в сюжете на теплые и холодные. 2 полюса, когда остальное не столь существенно. Так и эта точка меняет мое ощущение тональности момента в другую сторону. Сторона за точкой зенита. Звучание второй половины дня. Я зашел в воду, стал надевать ласты. Точнее, очень маленькие ласты. Такие коротенькие, как для тренировок по плаванию в бассейне. Мне удалось их раздобыть у друзей, соседей по дому. Теперь я смогу быть попроворней, нырять поглубже, тратить меньше сил, и воздуха, запасенного единственным вдохом, будет хватать на более длительное пребывание под водой.
Нужно потом еще постараться сделать грузовой пояс, но пока и это уже кое-что. Ко мне подошел уже знакомый рыбак полюбопытствовать, чем я тут занимаюсь. Посмотрел ружье, кивнул, улыбнулся. Не уверен, что это все переводится на язык слов. Скорее всего, это просто язык моря. Я сказал ему, что буду плавать сейчас тут поблизости, скоро вернусь. Он все понял, зашел в воду, окунулся и вышел обратно. Мокрая одежда делает жару приятной. В лагуне в это время обычно отлив. Удобно раскладывать сети, и рыбак отправился приводить их в порядок. У берега довольно мелко. Я быстро зашел подальше, к скале и поплыл, скрывшись из любого вида за скалами. Мутновато, чуть меньше видно, чем на вчерашнем месте, которое в паре сотен метров отсюда дальше по берегу. Поплыл вдоль скал, порадовался, что подбираться к рыбе против солнца мне получше, ей похуже. Силуэты даже неглубоких камней читались пока туманно. Доплыл до места с рыбой, прозрачность наладилась, скалистый берег. Рыб покрупнее не увидел, не стрелял. Стал двигаться дальше, вскоре я нашел небольшое угодье. Удобные камни, оживленно, есть места, где они собираются вместе, пора начинать нырять. Нырнул. Поднимает наверх почти сразу. Ласты маленькие, если ими работать, чтобы не всплывать. Быстро уходит ресурс воздуха на пребывание под водой. Некоторая моя неуклюжесть настораживает рыбу. Груза на мне пока нет, но через несколько нырков я приноровился и без него. Вышло довольно естественное сочетание навыков скалолазания и подводной охоты. Свободной рукой держишься за щель между камнями или придерживаешься за удобную зацепку, как на скалах. Только на скалах ты это все делаешь, чтобы не улететь вниз, а здесь, чтобы не оказаться наверху. Разобравшись с плавучестью, приручив подводные камни, я снова пришел в знакомое состояние полного растворения в море, без которого не разгадать его загадок. Когда граница между телом и водой исчезает, то и сознание у вас становится чем-то единым, одним на двоих, и тогда ответ можно просто подсмотреть. Я еще никого не подстрелил, но уже понял, что можно сегодня никуда больше не плыть, а обжиться немного здесь, в этом их небольшом подводном поселке, в центре которого на многорыбной площади расположен громадный камень, доходящий почти до поверхности. Если на нем стоять, то воды будет всего по пояс, хоть волна тебя оттуда быстро снимет. В этой текучей скалистой деревушке есть даже рыбы покрупнее вчерашних, хорошие рыбы. Одной такой вполне хватит накормить взрослого человека досыта. И вот, только я стал собираться наладить добычу, изучив под водой удобные засады с зацепками, находясь еще на поверхности и готовясь к нырку, я почувствовал, что меня кто-то трогает. В голове мелькнула эта сетка для рыбы, которую я заткнул за веревку на спине, повязанную вместо пояса. Но этого не может быть, ведь она, когда случайно и выскользнет из-под него, задевает, но не трогает тебя. А ведь в ней еще даже нет рыбы. Словно пальцы чьи-то ходят по мне. Маска не позволяет увидеть поверхность тела, стекло вынесено вперед и радиуса обзора не хватает. На мне красная майка, красные плавки и черные велотрусы. Кому-то я приглянулся. Кто-то трогает меня. Я смотрю вокруг, смотрю по сторонам, рядом с собой никого. Одна сплошная, немного затуманенная вода. Быть может, мне уже начинает мерещиться то, чего нет. Наверное, я несколько утратил ощущение реальности из-за чрезмерной увлеченности морем в сочетании с малым количеством сна. Но кто-то бегает по мне, словно если бы я был клавиатурой пианино. Чьи-то пальцы хотят сыграть мелодию. И вскользь я заметил, промелькнула где-то в районе майки рыбка. Рыбка, похожая по виду на маленькую акулу, крохотную, словно она игрушечная, сантиметров 20. Потом я еще пару раз ее нашел глазами в районе ноги. Так, это, судя по всему, рыба прилипала, а я что-то вроде акулы. Или черепахи, или еще чего-то, что она знает и на что рассчитывает. То есть меня здесь уже воспринимают как что-то понятное, реагируют, заводят знакомство.
И вот я стал охотиться вдвоем с рыбкой. Она бегала вокруг меня, клевала майку, что-то, видимо, съедала оттуда. Иногда я чувствовал ее быстрые клевки в районе шорт на ногах. Когда в сетке начала появляться добытая рыба, моя рыбка там тоже старалась навести порядок. Иногда она исчезала, и я переставал ее чувствовать, затем появлялась снова. Я увидел пару крупных рыб за большим камнем, нашел удобную зацепку, понырял некоторое время. Они попадались в прицел, но не возникало подходящего момента. По ощущениям, пора было возвращаться на берег. Моя рыбка незаметно тоже куда-то уплыла. На обратном пути я приметил еще одну неплохую оживленную засаду. Доплыл до лагуны, вышел на берег. К рыбаку в шляпе добавилась пара ребят поменьше, с круглой лодкой. Они вытаскивали сеть. Рыбак подошел ко мне, посмотрел улов, порадовался, сказал, что будет вкусно. Я улыбнулся. На часах было как раз минут 10, чтобы почистить рыбу, собраться и поспешить в поселок. Стремительно поработав ножом, убирая все лишнее от будущего ужина, оделся, попрощался с рыбаком и бодро зашагал по пескам к дороге. Солнце еще не дошло до зенита, но уже лилось полным ходом. Море сегодня местами и вовсе гладкое, прозрачное, теплое, синее. Такой глубокий синий цвет способно зажигать только тропическое, высокое солнце. Но море, оно и так всегда такое, как нужно. Настоящее. Люди, правда, добавили в него немного лишнего, вроде мусора, встречающегося то на дне, то на поверхности. Но это при любой первой возможности уйдет без следа. Интересно мне, скучает ли море по людям? Не знаю. Я скучаю. Я хочу быть таким, как море. Мойне, Вьетнам, 2019, Минск, Беларусь, 2024 год. До свидания, до новых историй.